Столько мифов, плюс килограмм, ерунда. Полки этих кубков, этих грамот, случай, все случай. У нее слезы, у меня слезы. В конкурсе еще как на адреналине она не заметила даже, что у нее палец сломан. Болит, не болит, заклеили, переклеили, растерли, замазали и вперед с песней. Каждый выживает как может. Что об этом скажут? Я балерина Большого театра. Замазываю глиной печку. Сегодня мы посмотрим на балет глазами мам 3 замечательных юных балерин Большого театра. Я очень благодарна девочкам за отзывчивость и безумно благодарна их мамам, которые очень нервничали, очень переживали, очень стеснялись, но все-таки пришли и ответили на мои вопросы. Если это видео покажется вам интересным, пожалуйста, не забудьте поставить ему лайк и поделиться со своими друзьями и знакомыми. Это очень помогает каналу. И, конечно же, делитесь своим мнением, своими впечатлениями в комментариях. Мне всегда приятно и интересно читать их. Мне почему-то на тот момент казалось прикольным бальные танцы. Я говорю, давай, там так красиво. Она сказала, фу, вообще не хочу, я хочу балет. Ну, балет так балет. Отдала самодеятельный образцовый ансамбль «Дружба», которому учу очень много лет, он такой заслуженный. Вот, и мы туда пошли, ну, кому не мешает красивая осанка, красивые движения, для любой девушки это полезно. А танцевала она прям с рождения, только ходить начала уже танцует. У нас во дворе центр олимпийской подготовки. Как-то мы с ней гуляем. Девочки идут на соревнования. Красивые, с макияжем, с пучками, обручи красивые. Он говорит, я туда хочу. Пошли к тренеру. Он говорит, вы что, по 2 года? Ну, вообще рано, хотя бы через год приходите. Это же центр олимпийской подготовки, Ирина Санны. Там эти всякие вот гала-концерты, чемпионаты Европы. Все время праздник. Когда уже повзрослеет, предметы пошли. Что-то как-то не очень стало получаться. Ей стало скучно. Все, гимнастика надоела, хочу танцевать. Типа как в Тодос. Думаю, ужас какой, думаю, какой ужас. Никто не собирался, никакое училище. Я искала школу с физико-математическим уклоном. Полина хорошо училась. А педагог ее вот в этой студии детской, она ей сказала, а вы не хотите ли поступать? Мы объездили весь Краснодарский край, московские были конкурсы, и везде она занимала, но самое минимальное, это было 2-е, 3-е. Полки этих кубков, этих грамот, и мы уже думали, может быть, дальше пойти учиться, это все вот было до 10 лет. Но решили все-таки поступить в наше Краснодарское хореографическое училище. Про Академию хореографии я вообще ничего не знала. Тут встретила знакомую, а у нее дочка на 2 года постарше Саши. Как у вас ваша гимнастика? Она говорит, а мы ушли. Я говорю, а куда? Академию хореографии. Мне там кто-то спрашивает, а почему вы отдали? А мы не отдали. Я не чувствую себя ответственной за этот выбор. Этот выбор был ее. И я его просто поддержала. У нас не было ни растяжки, данных, как бы были, желание было. Ей очень это страшно все нравилось. И на сцене она себя там, как рыба в воде, чувствовала. Мы поняли, что надо что-то делать. А что делать, непонятно, потому что мы так настолько, правда, вот вообще в другом мире существовали. Я полезла в интернет, боже мой, там такое ахинея полная вообще. Столько мифов. Я решила, что надо найти какого-то педагога и спросить у нее, а вообще есть ли у нас шансы. Она сказала, почему бы и нет, но вам надо поработать. Мышцы другие работают, растяжка другая. В гимнастике нет таких требований к выворотности. Там все-таки не по 6-й, конечно, но по 3-й. И нам вот очень помогла Елена Анатольевна Шулепова, да, педагог по гимнастике в МГАХе. Она ее перестраивала, потому что она сама гимнастка. Она понимает разницу между гимнастикой и балетом. Когда закончилась Олимпиада, да, и открылся вот этот вот наш Сириус. Московская академия тоже приехала. Давай, приезжай к нам. В конце августа они добирают, если есть места. Соня была зачислена в свой 3-й класс. Честно, мы с мамой очень боялись, как она воспримет то, что она не поступит. Потому что, вы знаете, миф такой, что в училище, хореографическое училище московское, нельзя поступить без
Да, без протекции. И вдруг они заканчивают подготовительные курсы, и она в списках. Я к ней приезжала на весенние-осенние каникулы. Мы недельку с ней проводили. У меня, например, сегодня самолет. Мы идем, у нее слезы, у меня слезы. Ну, это такие первые 2 года было, когда она, например, совсем маленькая. А потом, наверное, уже привыкли. Мы знали, какие минусы есть. Ну, если с этими минусами приняли, я думала, что, ну, значит, они готовы с этим работать. Они же принимают как бы сырой материал, так скажем. Никто же не знает, вырастет из этого что-то или нет. По классике у нее там 3 с минусом были. Нам даже уведомление об отчислении приходило в почтовый ящик в 1 классе. А закончила с красным дипломом. И, честно говоря, со 2 класса начали заниматься дополнительно, потому что выяснилось, что недостаточно. И как-то дело пошло. Ее всегда где-то показывают. Почему-то выбор пал-то на Соню, чтобы в «Синей птице» поучаствовать. Мы даже были шокированы. В гимнастике соревнований все время праздник. А тут 1 класс, тебя поставили к станку, одно и то же. Она говорит: мама, говорит, зачем мне вообще вот это вот все, зачем? Саша, вот, знаешь, там, чтобы построить здание, должен быть хороший фундамент. А хороший фундамент – это классика у станка. Вот позанимаешься маленько позанимаешься у станка, потом будешь танцевать. Нам очень повезло, чтобы пережить все вот эти вот тяготы, так скажем, этой балетного взросления в училище и все замечания и неприятные моменты. Очень спасала работа на сцене. В год, когда они поступили, открылась историческая сцена. И они были на открытии, вот такие маленькие козявочки, им шили белые пачки. Их стали брать, и мы перетанцевали все на свете, и это просто было счастье. В конце 1 класса балет Капелия, их там на часы посадили, этих амурчиков. Ну и все. Сразу же вот мотивация, когда только появилась. Потом уже и самой хотелось, и преодолевать себя хотелось. Это такой кайф от сцены. Они как будто, вот у меня такое ощущение, знаете, как будто они все шампанского опились. Они фонтанируют. Почему это поставили, а почему это не поставили. Вот эти вот все неприятные вещи, мне кажется, они произрастают от родителей. Девчонки хорошие, наверное, ей вот на пути попадались. Все было спокойно, они всегда все дружили. Когда, вот, знаете, таких конкретных конфликтов ни с воспитателями, ни с девочками абсолютно нет. У нас был очень ровный класс, и там не было каких-то вот, вот этих вот неприятных вещей. Была какая-то здоровая конкуренция, в общем. Например, у нас в классе училась Лиза Кокарева. Они знали, да, у нее данные лучше. И, она родилась в балетной семье, ее, наверное, готовили. Может, она просто сама такая. И они это воспринимали нормально. У Полины, по крайней мере, был трезвый взгляд. Она знала, что у этой есть эти плюсы, у этой есть эти плюсы, а у меня вот такие плюсы. Но оно, наверное, было, но оно в жизнь не переходило. Одно дело в классе и на сцене, а вот так они дружили. Изначально, наверное, особенно, и еще и обрастают такой броней в процессе обучения и в театре. Кроме физических данных и здоровья, собственно, чтобы ребенок это все потянул, нужна психика или характер особенный, потому что иногда сдаются и ломаются. Нужен стержень. У тебя должна быть, не знаю, уверенность в себе, самоощущение такое, что, несмотря ни на что. Там плохая погода, магнитные бури, все эти суставы ломят. Колено болит, но тебе надо идти, сегодня у тебя спектакль или вообще репетиции. Болит, не болит, заклеили, переклеили, растерли, замазали и вперед с песней. Мягкие не выживут, да. Если ребенок прошел академию, ему уже в театре не страшно. Каждый выживает как может. В классе, вот в Полинином, девочки, я их видела, когда они были маленькие, когда они танцевали на сцене, у них совершенно другой взгляд. После того, как они прошли школу жизни в училище, немножечко их подмяло, так скажем. Правда, очень тяжело.
И мы не знали, что это так тяжело. Это очень были тяжелые вложения. У меня вот Москва, как вот какой-то кашалот, сидит с открытым ртом. И я вот туда кидаю вот эти вот денежки, они как-то проваливаются, и их не видно. Пуанты, они просто, знаешь, много танцевала, да, вот в академию. Их надо покупать сразу 2-3 штуки, а они стоят, извините меня, подвиньтесь. У тебя все время все, просто все болит. Каждая мышца. Мы даже о таких не знаем, что они у нас есть в теле. Они поэтому и в театр приходят вот такие вот исхудавшие после 3-го курса. Она вот такая вот прям, ну, можно сказать, чуть-чуть жилистая. Ее когда обнимаешь, какие-то струны вот обнимаешь. Мне вот плюшевости вот это вот совсем не достает. Мамки балетные говорили, ну да, вам повезло с такой физикой. Ну, может, повезло, я не знаю. Не было такого, что ночами не спит, не знает, как похудеть. Нет, такого не было. Плюс килограмм. Ерунда. Нельзя, мне кажется, детей в возрасте в таком так вот ограничивать настолько, чтобы иссушать тело. Мы никогда не ограничивали в еде, и я всегда старалась, чтобы она летом отдохнула и вкусно поела. В какой-то момент она поняла, если мы есть не будем, балетные товарищи, то не будет никаких сил, будут одни травмы, и цель не будет достигнута. Лучше есть все, но по чуть-чуть. Когда вот больше ума появляется, опыта больше, опыт чужой, кстати, тоже они воспринимают, потому что видят это и не хотят, чтобы с ними подобное было. Все равно я, конечно, бы хотела, чтобы она лучше питалась. Случилась травма, но мы ее как-то даже не заметили. Болит палец и болит большой. На конкурсе еще как на адреналине она не заметила даже, что у нее палец сломан. 1-е место получила. Потом балет оттанцевала, вот, уже совсем уже со сломанным пальцем, тщетной предосторожности. Пошли делать снимок, там, кажется, перелом. Это 3-й курс. Да, Марина Константиновна тогда очень расстроилась, потому что уже спланирован концерт выпускной. 1-2 курс, такая затяжная травма, нарастала, а так как отдыхать им совершенно не дают, и они сами себе не позволяют лишнего отдыха, а любые травмы на растяжении – это только покой. В итоге пришлось прооперироваться, вот, и мы попали к замечательному хирургу, к Балакиреву Алексею Александровичу, он нас просто спас. Что помогло, всегда можно на год позже закончить. Когда безысходность какая-то, тогда там себя загоняешь, что вот что будет и что делать. А тут я говорю, ну вот на год позже, ничего страшного. Жизнь на этом не заканчивается. И как-то, когда вот успокоились, что ничего страшного, оно как-то само и прошло. Восстановилась, и выпускной концерт оттанцевала, и экзамены все сдала. Была такая травма, ничего не болело. А это сухожилие, оно не болит. У нас просто отекала нога. Как ничего не болит, педагог говорит, ты ленишься. У нее не дотягивалась нога. Это был сгибатель или разгибатель большого пальца. И в театре также потом началось, что вот не понимает, что вот нужно постепенно только восстановиться. И опять. Сначала был перелом, потом был надрыв связок, потом опять только восстановилась. И опять ту же связку, те же связки. Костыль туда-сюда ходит. Это она лежала где-то на полу, делала эти какие-то движения. Ой, я не могу, говорю, господи, ну приковать ее к кровати надо, что ли. Да, у нее дома уже куча электрофорезов всяких. У нее дома физкабинет. Может, мы установку МРТ еще купим, говорят. Очень дорого ходить, постоянно МРТ делать. Что ты вот смеешься? Кроме нас, семьи, ребенка вашего, никто не будет так любить. Ну, правда. Не делаю замечания, потому что там есть кому сделать замечание, и есть кому прокритиковать. И потом она сама к себе очень критически относится. Я решила, что я в этом всем процессе я мама, и я ее люблю любую, даже если ничего не получится. И это важнее всего на свете. Важнее, чтобы она была счастливой, чем чтобы она стала балериной. Мама балерина, там и диетолог, и психолог, и врач маленькая, и швея. С общеобразовательными предметами, если там что-то просит помочь, там,
И помогаем. В выпускных классах мы делали какую-то с мужем интегралы какие-то решали ночами, потому что там какая-то они решили им усилить математику, а они, ну, и вообще некогда было вообще ничего. В театре Станиславского нравилось, и в Кремле везде нравилось. А потом вот как аппетит приходит во время еды, а потом уже вот кроме большого ничего не хочется, только большой. У нас там то не то, и это не то, еще после операции. И совершенно было непонятно, как попасть туда, куда очень хотелось. Кстати, к ней же подошла помощница Петрова, и она ей предложила и в Кремль. Это еще на экзаменах было. Те педагоги, с которыми она занималась дополнительно, они работали когда-то в театре Станиславского. Ну, это хоть какая-то была, ну, так скажем, идея, что туда хотя бы может быть как-нибудь. Вот. Но по Большой театр совершенно никаких мыслей. Мы были на даче, у меня папа складывал печку. Мы с Полиной замазывали глиной вот эти штучки между кирпичиками. И позвонила Татьяна Санна Полине и сказала, что ее взяли в Большой театр. А она сидит вот так замазывает и говорит: ну вообще, я балерина Большого театра, замазываю глиной печку. Когда мы пришли в МГАХ, думаю, ну, получится, не получится. Я прям каких-то там себе целей не ставила. То, что и закончит, и потом еще и в Большой театр попала. Даже в каких-то там прекрасных снах себе такое не представляла. Очень разные судьбы у всех балерин. Тут такая лотерея. Да не было понятно вообще до последнего. Даже стоял вопрос, по-моему, на ней. Нужно ли нет, ну из-за роста. Высокие в кардебалете, Да. Только если соло. Да, спасибо руководству большого, что они пошли на этот как бы страх и риск. Не верилась вообще, и она, конечно, была очень счастлива, но я опасалась, потому что как мы, вот эти мифы все, что Большой театр – это страшное место. Честно, я думала, может быть, не надо, может быть, надо пойти в театр Станиславского, потому что тут шансов пробиться совсем мало. Ну, мы же понимали, что там огромная труппа 300 человек балетная. А мы собирались спокойно отдохнуть, выдохнуть после сложного года. От них там осталась половиночка. Мы хотели ее, ну, свозить на море и все такое. Нам позвонили из театра и сказали: срочно надо привезти загранпаспорт. И она уехала на 3 недели в Лондон с гастролями Большого театра, потому что заболела артистка. И выбор пал на нее. Случай. Все случай. И потом она приехала, недельку выдохнула. Мы успели съездить в Сочи, чуть-чуть ее там прополоскали. И все, и начался сезон. И кардебалет был, и сольных много готовила. Хочется же все сразу станцевать. Первый год сложный был, да. Еще в ногах же этого ничего нету. Понимаете, там девочки ходят, которые уже много лет работают, они уже это 25 раз танцевали, да. Но они приходят для себя что-то новенькое, улавливают, а порядок-то не знают. А это и днями, и ночами. Меня мама туда поставили, меня туда поставили. Было очень много работы. Педагог Светлана Натамировна, да, первый год она вот попала, и у них прямо вот все очень сложилось. И она это так тяжело перенесла. Я не видела, чтобы она так сильно плакала. Каждый день она была с ней с утра до вечера, да, конечно, очень жалко. И они сразу стали как-то со Светланой Натамировной такие двойки, тройки вот пробовать. Вот. И поехало. И они еще успели с ней же вот капелью поставить. Мария была на первом году. Это был закрытый какой-то целевой спектакль, но все равно она станцевала. В январские каникулы это было. А к весне они вот капелью. И у нее было много еще планов у Светланы Натамировны, не суждено было сбыться. Это первый год работы в театре. Когда на утрату станцевала повелительницу Дриад, там, фею сирени. На роль Кити нету людей, потому что
По-моему, вышел на пенсию кто-то, и, по-моему, девочка уехала. В общем, их было 3, и не осталось никого. «Утрата в зимней сказке», вот у нее ведущая партия, тоже она в нее случайно влетела. Когда приехали постановщики, Кристофер Уилден там с компанией, третьей утраты не было. Настя Сташкевич ушла в декрет, Рита Шрайнер, по-моему, уехала куда-то на гастроли, которые до этого заранее были спланированы у нее. И Кристофер ее, ну-ка, давай-ка вот сюда, вот попробуем. То есть он ее сам выбрал на 3-й состав. Вот они уже с Анастасией Горячевой Сельфиду подготовили. Она была осенью. В академии все же были практически сольные же партии. Она уже к тому времени очень много станцевала, поэтому было ожидаемо, но с другой стороны внезапно, потому что это было после травмы. Она еще толком не восстановилась. Захар Хасанович, видимо, хотел ее таким образом поддержать. Там кого-то он перевел в первые солисты, и ставка освободилась. У тебя натанцовано достаточно. Она говорит, ну не сейчас, сейчас не надо, я не хочу, что об этом скажут. Как не сейчас? Ставка сейчас свободна. Это, конечно, вижу ее. Вижу ее везде. Мама, как ты меня видишь в этой партии? Я говорю, Санечка, я тебя вижу в любой. Вот Машей в «Щелкунчике» я ее совсем не представляю. Никью хочется танцевать. Хотя я ее больше вижу в Гамзате, а не в Нике. В Жизеле, вот честно, нет, не вижу. Для меня она скорее Мирта, чем Жизель. Где можно поиграть? Некоторые вещи нужно вообще в своей жизни испытать. У нее мечта появилась, они сейчас собирают Ромео и Джульетта, да, вот под руководством Лавровского. Под пламенем прямо горит, но пока нет. Это «Мама» для меня еще сложно, это драматическая роль, а и Жизель тоже. Вот они сейчас не над техникой, да, работают, а над тем, чтобы ее раскрепостить, показать ее в другом плане. Учиться нужно всегда еще, я так считаю. Век балетный короткий. Я буду первый год в театре, мне некогда будет учиться. Я сказала, ты потом не соберешься. В МГАХ бакалавриат закончила, поступила в магистратуру в МГУ на менеджмент в культуре. В МГАХе вас все знают. И вы всех знаете. А ГИТИС – это тоже тот же балетный мир, педагогический, неважно. Они все работают в театрах, они все работают в каких-то там проектах и так далее. И я говорю, пусть тебя там тоже узнают. Сложно ходить на занятия, но она осталась в академии на педагогическом. Многие предметы она не посещает. Хотелось бы, чтобы она справилась, но это сложно. Понедельник выходной, вот иногда по понедельникам она ходит в МГУ. Но очень-очень редко. В основном онлайн все занятия. Даже иногда из театра сидит. С телефончиком, с наушниками в гримерке. Далековато у нее бывает большой перерыв утром и вечером. Утром класс, а репетиция вечером. И туда-сюда гоняться, еще больше выматываешься, а у тебя еще репетиция. В полноги репетицию делать нельзя, как мне вот она объясняет. На репетиции нужно выкладываться на 200, чтобы на сцене было на 100. Так скажем, в сторону ГИТИСа склонило то, что он рядом с театром. Когда надо быстро-быстро, и у тебя совершенно нет времени, у тебя есть там какой-то перерыв, ты можешь отпроситься, может быть, с какой-то репетиции, помогал готовиться, потому что совершенно некогда. Печатала что-то, ну, там в дороге что-то читала. Нужно родителям сначала подумать, сможет ли их ребенок вот это все в себя забрать. Это же юность, она бывает одна, это детство. 10 лет – это вот детство, вообще ни о чем ребенок не думает. Мы в основном за него думаем. Чтобы не боялся ребенок тебе рассказывать. Потому что вот многие вещи случаются там иногда даже непоправимые, потому что дома нет доверия. Надо быть готовым к тому, что психологически будет тоже тяжело. Не то, что там тебя кто-то унижает, просто такое количество критики наши дети до этого момента не получают. Я не знаю, как в других семьях, но я всегда старалась обращать внимание на хорошее, на то, что получается. Да. Педагоги в училище говорят только то, что не работает. Почему ты должна нравиться всем?
Ты же не можешь быть вкусной конфеткой для всех. Одному нравится одно, второму нравится кислое, второму нравится сладкое. У кого проблемы с весом, тоже сильно не давить на ребенка. Иногда нужно на себя в зеркало посмотреть, на себя, там, на мужа, понять, что может вырасти, чтобы не ставить недостижимых целей ни для себя, ни для ребенка. Не надо сравнивать себя ни с кем. Вот ты есть ты. Одинакового не может быть нигде. Ну где ты видела вторую Соню? Не видела. Ты также не увидишь вторую Светлану Захарову. Она одна единственная. Но ты понимаешь, что именно так будет только с ней. Просто любить своего ребенка, прислушиваться, потому что, честно, для педагогов твой ребенок, они его могут любить, но он все равно для них ресурс. Дома поменьше говорить про балет, потому что им в академии и так тяжело. Там давление, еще там дома мама мозг выносит. Давай. То есть ребенок должен где-то отдыхать. Летом все стараются еще нагрузить и отправить в эти балетные лагеря. Я считаю, что как минимум месяц отдыха очень нужен. Восстановиться, нагуляться, набаловаться. И это дети, и у них вот это напряжение накапливается. И оно, кстати, это напряжение может вылиться и в травмы, и в болезни, и все остальное. И, я считаю, что это очень важно. Выходной должен быть выходным, а не дополнительно позаниматься.